Друзья, всем привет! В Риге отличная погода. Прошло 2000 дней с момента, когда я познакомился с криптой. И вуаля, круглая дата, будем сегодня праздновать. Биткоин торгуется по цене 29 188 долларов. Сегодня у нас 4 мая, и рынок начал постепенно восстанавливаться. Начали восстанавливаться альткоины. И я надеюсь о том, что впереди у нас будет постепенный рост. У нас вышел токен SUI на биржу. Хорошая новость. Крупные проекты постепенно начинают выходить. Сейчас, я думаю, выйдут все крупные постепенно в течение 2023 года. И после включатся в гонку Tier 2, проекты, которые поменьше. Я почитал на одном из ресурсов о том, что 900 проектов планируют выйти на этот рынок. Рынок вряд ли расширится вверх, но в ширину он точно расширится. У нас рынок оценил капитализацию SUI в размере половины капитализации Аптоса, и, в общем-то, это прогнозируемо. Ну а в целом, вся эта новость о выходе токена на рынок была во всех чатах воспринята как некий праздник раздачи денег. Я рад за тех, кто получил аллокации. Действительно, народ, я думаю, заработал, тот, кто смог сделать такие мульты, чтобы они принесли эти локации. И у нас в целом на рынке много происходит событий с мем-токенами. Опять вышел новый токен iMask. Те, кто ранее участвовал в клейме iDogi, могут заклеймить токен iMask. Я заклеймил, поставил в стейкинг. Ну и будем смотреть, что из этого получится. В общем-то, по Твиттеру посмотрел, Твиттер у них слабенький. Я думаю, что это делает одна и та же самая команда, которая делала iDogi. И результат мне кажется, будет такой же. Я, кстати, посмотрел сегодня, где торгуется данный токен. Нужно было посмотреть на CoinGecko, но я посмотрел сразу на Uniswap и увидел о том, что этого токена там нет. Может быть, хорошая идея купить там на 100 долларов, и при этом есть шанс заработать там 200-300. Нужно будет посмотреть сегодня, где торгуется, и, возможно, прикупить какое-то количество этих iMask'ов. Совсем небольшую сумму для того, чтобы поиграться. Ну, а те, кто не зарегистрирован на бирже Binance, я рекомендую зарегистрироваться по ссылочке, которая находится в описании. Вы от меня получите скидку 20% и 25% от Binance в случае, если будете рассчитываться токеном BNB. Поэтому регистрируйтесь. Я недавно посмотрел объемы продаж на Binance и на других биржах. Был такой дашборд. Так вот, по Binance оборот был 69 миллиардов. Не помню, за какой промежуток времени. Нужно как-нибудь обратить на это внимание. Но неважно, на других биржах оборот 3 миллиарда. То есть они безнадежно отставшие в 20 раз от Binance. То есть та ликвидность, которая есть в Binance, нет ни на одной бирже. И у нас было несколько интересных новостей, о которых сегодня тоже поговорим. Очень кратенько, быстро, потому что долгие аудиоподкасты никому не нужны. Первая новость. Суд признал экс-менеджера OpenSea виновным в инсайдерской торговле. Он пытался на подставные аккаунты купить NFT и продать, заработал аж 50 тысяч долларов. Далеко не столько денег, сколько Сэм, но его осудили. Пока не написали там, что ему грозит. Я думаю, какой-то штраф сумасшедший, там 200, может быть, тысяч долларов, может быть, 2 миллиона. Вряд ли за это, наверное, посадят прям, хотя инсайдерская торговля — это такая уголовная статья. Но, тем не менее, в Америке пытаются преследовать всех за эту инсайдерскую торговлю. ФРС повысила ставку на 0,25%. В общем-то, это прогнозная ставка. Рынки отреагировали сдержанно, и рынки акций, и рынок крипты. Поэтому без особых изменений. Инфляция все-таки достаточно высокая. ФРС борется с этой ситуацией и хотят, чтобы эта инфляция была в рамках 2%. В Британии запретят холодные звонки по продаже криптоактивов. И что интересно, народ звонит, предлагает криптоактивы в Британии, и ущерб государства от продажи этих криптоактивов составил 7 миллиардов фунтов. Ну, напродавали вообще конкретно. ARK Invest, ну вы знаете, Кэти Вуд, да, звезда, инвестировал дополнительно 7,5 миллиона долларов в Coinbase. Продолжают они покупать акции, несмотря на то, что менеджмент биржи Coinbase не очень верит в светлое будущее и параллельно продает. Не знаю, может быть, она знает какой-то инсайт, например, о том, что регуляция будет двигаться в таком направлении, что биржам будет все проще и проще. Но пока Coinbase объявил о том, что мы собираемся уйти с рынка США, если ничего интересного не произойдет, и Конгресс как-то не урегулирует все эти проблемы с регулятором SEC. Юристы Сэма выставили счет
на сумму 103 миллиона долларов за первый квартал. Я не знаю, что происходит, но мне кажется о том, что происходит какая-то отмывка денег через юристов. 103 миллиона долларов за защиту Сэма в суде, когда Сэм украл несколько миллиардов. Как-то я чувствую, за несколько кварталов вся прибыль и выручка от кражи средств на бирже FTX перейдет постепенно юристам. Такая вот интересная новость. И в США будет налог на майнинг в размере 30%. По крайней мере, администрация Байдена предложила ввести этот налог на майнинг. Посмотрим, что из этого выйдет. Не уйдут ли майнеры с США и не будут ли опять искать они какое-то убежище в других странах. Поживем, увидим. Но у меня все на сегодня. Надеюсь о том, что у вас сегодня хороший день. Я вижу о том, что альткоины немножко выросли, настроение, наверное, поднялось. И будем надеяться о том, что все будет хорошо. Я остаюсь в своих позициях, ничего не продаю, ничего не покупаю. Посмотрел о том, что те монетки, которые у меня там были, по чуть-чуть начинают восстанавливаться. Будем надеяться, что это надолго. Пока картинка не поменялась, и я предполагаю о том, что краткосрочно, возможно, мы увидим какую-то еще коррекцию, но долгосрочно, в течение там, месяца, я думаю, мы еще должны подрасти. По битку, я думаю, мы еще увидим значение выше 30 тысяч. Вот и все, друзья. Всем пока-пока.